Как же ты запускался, блок питания? Мне вот непонятно, если ты у меня вообще никаких импульсов не выдаешь. Как же он запускался? Удивительно. Ну и явно дело не в конденсаторах. Уж по крайней мере в линии питания точно проблем нет. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в ремонте вот такая вот плата от блока питания. Мне ее притащили, говорят, работает, но с определенными особенностями. Видите, да? Сигнал PSON заведен на землю, на черный контакт. То есть при включении блоков питания в сеть он должен автостартовать. Вот такая интересная платка. Смотрите. Название ее АТХ 235 Вт, по всей видимости. Серия какая-то, версия 6. Вот такой вот блочок. Ну, тут понятно, что невеликие мощности. Смотрите, как организована дежурка, интересно. То есть специально сделали колодку, да, и подключили силовой ключ дежурки вот таким образом и проводами завели в плату. Построен весь этот блок питания на микросхеме TL494, на распространенной, но здесь еще у нас есть такая вот специальная микрушка. Вот такая микруха, и я посмотрел, это обычный компаратор. Тут впаивается сигнал PG, то есть Power Good. Ну, в данном случае нас он не интересует. Так в чем проблема этой платы? Плата не стартует с первого раза. Она запускается с 10-го раза. То есть клацаешь тумблер включение-выключение, и тогда плата запускается. На самом деле я очень удивлен, что вообще плата запускается. Сейчас я скажу почему. И когда плата запускается, уже стабильно все работает, все напряжения в норме, все отлично. Но вот именно первый запуск проблематичный. Ну что, давайте разбираться с этим блоком питания. На самом деле тут все не так просто, как казалось бы. Кстати, тут дежурка собрана на автогенераторе. И здесь нет обратной связи. То есть с горячей частью нет обратной связи. То есть холодная часть с горячей частью никак не взаимодействует. То есть вот такая особенность этой дежурки. Ну что, первым делом, как всегда, надо что сделать? Правильно. Подключить через нашу лампу все это дело и посмотреть, какие у нас напряжения поднимутся при старте блока питания. Так, через свой спецпровод я подключил плату. И сейчас я буду через пилот, через лампу страховочную все это дело запускать. Плата сейчас без нагрузки, только вот вентилятор подключен. И попробуем запустить. Дернется ли вентилятор и вообще что будет происходить. Смотрим. Видим потребление 3 Вт. PSON зажат на землю. Вентилятор у нас не тронулся. Ну что сказать. Ну очень даже не очень хорошо все это. Значит, как мы будем действовать? Первым делом мы проверяем дежурку. Какое напряжение на дежурке. У нас формируется два дежурных напряжения. 5 вольт, 5 ВСБ и питание на ТЛ-ку. На ТЛ-ку поднимается питание в районе 20 вольт. Сейчас мы проверим это. Так, мультиметр у нас помощник наш. Мы вставляем один щуп в землю. Включаем пилот. А вторым щупом на вот этом выходном диоде дежурки проверяем. 13 вольт выходит с дежурки. И на самой дежурке в 5 ВСБ проверяем. Стабильный 5,1 вольт. Кстати, здесь дежурка формируется через вот эту вот кренку. Тут обычная кренка на 1,5 ампера. Так, теперь проверяем питание ТЛ-ки. У ТЛ-ки питание 20 вольт должно быть. Так, промазал. Вот эта нога питания. На ТЛ-ку приходит 25,7 вольта. Вполне это нормальное напряжение. То есть ТЛ-ка у нас запитана. Давайте здесь теперь посмотрим, что происходит с пульсациями. Насколько стабильное питание на ТЛ-очке и на дежурочке.
Сейчас я покажу конкретно, где я замеряю напряжение, чтобы было очень всем понятно и ясно. Смотрите, видите, из дежурки, с дежурного трансформатора выходит два диода. Вот первый диод, вот этот диод как раз, это 5 ВСБ дежурки, диод дежурки. А вот этот второй диод, вот, так, секунду, вот этот диод второй, видите, вот маленький, рядышком, это диод запитывает именно ТЛ-ку. То есть это выпрямительный диод через конденсатор и сюда запитывает вот это TL 494. Вот у нас примерная схема, но это примерная. И я произвожу замеры вот на этом диоде. То есть 5 ВСБ, какое тут напряжение. Мы замерили там 13 вольт. Сейчас мы посмотрим пульсации. И будем замерять. И замерили вот здесь, какое здесь напряжение. Сейчас мы здесь замеряем пульсации. Нас интересует вот на этом месте, в этом месте пульсации и в этом месте пульсации. Сейчас мы посмотрим и будем делать выводы. Минус. Крабик мы кидаем, да, на минус, на черный провод и щупом. Сначала я промеряю пульсации непосредственно 5 ВСБ по диоду, да, по диоду шотки. Видим здесь пульсации 120-125 милливольт. Это отличные пульсации. Дальше у нас выпрямление идет через вот эту кренку. Кренка 5-вольтовая. И здесь у нас по 5 ВСБ практически нет пульсации. Но они, короче, очень-очень низкие. Мы их даже и не видим этим осциллографом. Отличные пульсации по 5 ВСБ. Теперь проверяем пульсации на запитку ТЛ-ки по 25-вольтовой линии. И здесь мы видим пульсации порядка 25 милливольт. Ни о чем. Это замечательные пульсации. Отсюда делаем выводы, что запитка дежурки, как по 5 ВСБ, так и ТЛ-ки, замечательно работают. Никаких претензий к этому нет. Так, а теперь самое интересное. Давайте посмотрим, при запуске блока питания происходит какой-нибудь всплеск на выходе какой-нибудь силовой линии. Давайте вот возьмем 12-вольтовую вот линию, воткнемся осциллографом в 12-вольтовую линию и посмотрим, есть ли какие-нибудь телодвижения. Так, смотрим осциллограмму. Будет ли скачок или не будет. И ничего нет вообще. Еще раз. Специально возьмем в ракурс лампу, что лампа включается. Смотрите, я специально лампу. Смотрим, лампа. Осциллограф на 12-вольтовую линию кинул и включаю. Лампа моргнула. А на выходе 12-вольтовой линии мы не увидели ни малейшего телодвижения. То есть делаем выводы, куда мы роем? В направлении шим-контроллера. С питающими напряжениями мы разобрались, все окей, да? Старта нет, значит у нас проблема в ТЛ-ке. Давайте рассмотрим, что мы будем проверять на ТЛ-ке. На ТЛ-ке мы будем проверять такие выводы, как 8-й вывод и 11-й. Эти два вывода формируют как раз меандр, который поступает вот на эти два транзистора. Вот здесь мы померяем, посмотрим, какой здесь меандр при запуске. И еще промеряем 5-й вывод, вот этот вывод 5-й. Здесь должна быть форма пилы, красивенькая форма пилы. И дальше будем уже делать выводы. То есть мы сделаем сейчас осциллографом 3 замера. Так, отмеряем 5-ю ногу. Раз, два, три, четыре. 5-я нога. Вот она, нога наша. Запускаем блок питания. Опачки. У нас 3 вольта пила. Замечательно. А теперь смотрим, что творится на 8-й ноге. 5-я, 6-я, 7-я, 8-я это крайняя нога. На 8-й ноге у нас болты. Ни фигулечки у нас тут нету. У нас проблема с 8-й ногой.
9, 10, а и 11 нога. На 11 ноге аналогично. Пустота. Очень жаль, очень жаль. Ну, тут у нас проблема либо с шимкой. А давайте выключим блок питания. Смотрите, если внимательно присмотреться, я вот встал на 8-ю ножку и делаю акцент. Уровень у нас практически 0 вольт, да? Сейчас включаю питание и смотрите. Уровень-то поднимается на 8-й ножке, но нету импульсов. Должны быть импульсы. Меандр должен быть, а его нету. Причем такая же ситуация у нас на ножке номер 11. То есть, видите, да, касаюсь, поднимается уровень, а импульсов нет. Хотя на 5-й ноге, раз, два, три, четыре, пять, на 5-й ноге у нас замечательная пила. Как такое может быть? Очень странно. В чем у нас проблема? А проблема у нас, как я думаю, может быть в чем? Первое, это вот в этих транзисторах черненьких. Маловероятно, но может быть. Еще в чем может быть проблема? В самой ТЛ-ке. Может быть проблема и в ТЛ-ке. Но ТЛ-ку мы, в принципе, всегда успеем выпаять, да? Тот еще геморрой. Предлагаю. Но нет, если бы коротилось бы, да, через транзисторы, если бы сигнал бы коротился, то он бы был бы близко к нулю. А у нас сигнал не близок к нулю. У нас сигнал порядка 2 вольт. То есть, значит, корочения никакого нет. По всей видимости, проблема в ТЛ-ке. Наверное, надо менять ТЛ-ку. Ну, как-то человек запускал с 10-го раза. Как-то у него работала она. Может быть, надо нам тоже постараться, попытаться ее запустить таким образом. Но если у него работало, давайте исходить теоретически. Если у него работало, значит, если глючит шимка, она в какое-то время включается, значит, все остальное будет в рабочем состоянии. Блок работает, все окей. Значит, по всей видимости, проблема-то в шимке, наверное. Придется менять шимку, наверное, все-таки. Попробовать заменить ее. Другого пути пока я не вижу. Как же ты запускался, блок питания? Мне вот непонятно, если ты у меня вообще никаких импульсов не выдаешь. Как же он запускался? Удивительно. Ну и явно дело не в конденсаторах. Уж по крайней мере в линии питания точно проблем нет. Ну и не кажется мне, что проблема вот в этих транзисторах. Ну никак. Высокий уровень на ТЛ-ке есть. А следовательно, ТЛ-ка что-то выдает. Была проблема у нас с этим с уровнем выходных сигналов по ТЛ-ке, я бы, наверное, уперся бы в транзисторы. Но в данном случае я не думаю, что транзисторы виноваты. Или все-таки выпаять транзистор, проверить. 2 транзистора сразу умереть? Ну, сомнительно. Ну что, предлагаю все-таки ТЛ-ку заменить. Менять будем элементарно. Берем припой каинку нашу любимую. И все контакты, где у нас находится ТЛ-очка, смачиваем каиночкой, свеженьким припойчиком. И олово-отсосом будем все это подчищать и убирать. Еще раз повторяюсь, я оплеткой не пользуюсь, мне оплетка не нравится. Берем пинцет, олово-отсос убрали и аккуратненько сюда поддеваем ее и выталкиваем. Стараемся под пузо прям поддеть пинцетом и извлекаем. Вот, все элементарно, все прекрасно, все просто изумительно. Видите, да? То есть без всяких штучек, дрючек, все элементарно. Так, это сюда будем впаивать вот такую вот кроваточку на 16 пин.
Вот так встала кроваточка. Замечательно. А теперь мы пропаиваем нашей каинкой каждый контактик. Ну что, считаю, получилось просто изумительно. Инсталлировать будем К7500B. Это такой же аналог TL494. Куплен с Китая, давно валяется у меня тут несколько штучек. Надеюсь, запустится. Будем проверять. Поехали. Кстати, не ленимся, паяем обязательно колодку. Ну, я могу, в принципе, и без колодки запаиваться, но я все-таки что-то решил... Да, блин, колодки есть, поэтому лучше в колодку запаяться. Мало ли, шим-контроллер битый будет опять выпаивать, запаивать. А тут раз, вставил, вытащил и погнал. Всегда обязательно устанавливаем согласно начала микросхемы распиновки контактов. Микросхема встает плотно, поэтому переживать, что что-то пойдет не так, нет смысла. Так, установили микросхему и пробуем проверять. На время проверок нашей новой TL494 необходимо провод PC-ON отпаять. Вот так. И теперь производить замеры, что у нас и какие будут напряжения в данном случае на новом шим-контроллере. Поехали проводить замеры. Отрицательный щуп в землю. Включаем блок питания. И красным щупом замеряем питание на шим-контроллер. Это 12-я нога. Тут у нас сколько получается? 16. Так. Шестнадцатый. 26 вольт. Запитка у нас. Все отлично здесь. Теперь проверяем. На 14 ноге плюс 5 вольт. Плюс 5 вольт на 14 ноге есть. Замечательно. Теперь нам необходимо на 4 ноге замерить, какое напряжение. Подключил я вентилятор, так, чтобы удобнее было. И на 4 ногу, раз, два, три, 4. На 4 ноге 3 вольта, это замечательно. Теперь нам надо сигнал PC-ON прижать к земле. И, по идее, на 4 ноге должно опуститься напряжение примерно до 0 вольт. О! Блок запустился. Напряжение 0 вольт. Убираем. Напряжение 3 вольта. Подключаем. Напряжение 0 вольт. То есть у нас здесь все в порядке. Шимка, как видим, запустилась. Вентилятор работает. Здесь у нас все в порядке. Ну и давайте все-таки посмотрим, какие же сигналы на выходных линиях шим-контроллера. Какой формы и насколько они красивые. Берем осциллограф. Так, я подключился щупом на 8-ю ножку. Замыкаю PC-ON на землю. И мы видим красивые наши импульсы. Видите меандрик, да? Вот такой вот красивенький у нас образуется. Замечательный. Вполне неплохой. Вот такой формы 37,6 кГц. В таком вот режиме настроен шим-контроллер. Ну, на второй ноге я не буду мерить. Я думаю, вполне такой же сигнал красивенький и там будет. Вот такой вот простой ремонт. Как видите, ничего сложного.
Не знаю почему, почему могла выйти микросхема шим-контроллера или чего ее там, чего ей не понравилось. Честно говоря, у меня первый раз такая ситуация. Но, как видите, все окей, работает. Возможно, может, что-то коротнули. Да бог его знает, что там могло произойти. Тем более, этот блок брали на переделку. Не у меня. То есть, был рабочий блок, его переделали, но что-то пошло не так. Как видите, все отлично работает. На этом у меня все. Всем, кому понравилось, ставьте пятерки. Кому не понравилось, ставьте мне двойки. Но что поделать. Всем желаю классных ремонтов, крепкого здоровья. Вы были на канале Домовой. Всем пока-пока, удачных ремонтов.